Всем привет, это Scanner Project и наш travel-блог. Российские чиновники любят рассказывать о том, как Запад атакует, ищут иностранных агентов и врагов народа. Несмотря на всю риторику про то, что, значит, Запад плохой, воюет с Россией и так далее, будущее чиновники связывают с западными странами. Ну, не все, конечно, но многие из них. Поэтому здесь покупается недвижимость, квартиры, дома, сюда переселяются дети, которые учатся здесь, что в чем нет ничего плохого, конечно. И поскольку многие западные страны имеют открытые реестры и можно найти, какая недвижимость кому принадлежит, мы сюда, собственно, и приехали, в данном случае в Прагу, и посмотрим, что же здесь накупили наши дорогие чиновники и депутаты. Это Евротур, погнали! Шоколадный коктейльчик. Теперь мы находимся в Макдональдсе. Это в 200 метрах от Карлова моста. И находимся мы тут, потому что один депутат из Пермского края купил в доме, где находится Макдональдс, квартиру. Более того, у него в документах написано, что он обязан пропускать на свои рабочие места сотрудников Макдональдса. Ну, практически так. Депутат этого зовут Варшак Сарксян. И квартиру он это купил в 2011 году совместно с женой. Квартира стоит что-то около 9 миллионов крон, чуть больше, или 30 миллионов рублей. Это примерно годовая зарплата депутата, которую он декларирует каждый год. Хорошая годовая зарплата. Мы в Scanner Project уже рассказывали про эту квартиру. Тогда же мы выяснили, что у депутата Единоросса есть доля в чешской компании. По закону это запрещено. Его должны были лишить мандата. Кроме того, у него был чешский вид на жительство, а это тоже запрещено, причем законами, которые приняла сама партия «Единая Россия». Тогда Следственный комитет Пермского края даже возбуждал уголовное дело, но в итоге это дело было закрыто, как и дело о мошенничестве, о хищении 16 миллионов рублей у мотовилихинских заводов. Можно было полквартиры такие купить на 16 миллионов рублей. И все эти дела были закрыты, и сейчас Сарксян снова пытается переизбраться в Пермскую областную думу. Он избирается от пермского города Кудымкара уже 3 созыва. Миша, в Кудымкаре есть Макдональдс? Я думаю, что нет. А вот у господина Сарксяна на первом этаже Макдональдс. Ну а мы пойдем дальше. Мы идем обратно через Карлов мост, через центр Праги в Йозефов, исторический еврейский квартал. Там расположен наш следующий объект – квартира влиятельного чиновника и политика из Петербурга. Так, у нас второй объект. Мы прошли чуть дальше от Карлова моста, но все равно это центр Праги и очень престижный район. Улица Билкова. И здесь находится квартира бывшего вице-мэра Санкт-Петербурга Василия Кичеджи, который купил ее достаточно давно. В 2014 году он перестал быть вице-мэром, перешел на работу в художественное училище Штиглица. А в «Единой России» в региональном отделении он был... Миша, кем он был? Заместитель председателя, секретаря регионального отделения. Да, а стал человеком, который ответственен за работу со сторонниками, но квартира-то осталась.
Квартира в этой резиденции, это квартира около 100 квадратных метров. Сейчас она стоит примерно 20 миллионов крон, или это 70 миллионов рублей. Эта квартира принадлежит Антонине Кичеджи, супруге нашего чиновника, и с ней довольно странные события происходили, потому что эта квартира то появлялась в декларации чиновника, то исчезала. И пока Василий Кичеджи был замгубернатора Санкт-Петербурга, эта квартира была в декларации. Но когда он ушел в Академию имени Штиглица, он все равно обязан отчитываться. Эта квартира пропала из его декларации. Причем с квартирой все в порядке. Она как была в собственности, так и осталась в собственности. Она никуда не исчезала в действительности. И это не единственная недвижимость семьи Кичеджи в Праге, и поэтому мы сейчас отправляемся в район Прага-4 на юге, где покажем вам еще один объект. А это уже не самый центр Праги, но тоже важное место для чешской истории. Это Вышеград, крепость первых князей Богемии. Неоготический собор, который вы видите, Петра и Павла. Но мы здесь не совсем из-за этого. Мы еще немного прогулялись, даже сказать достаточно много. И находимся в крепости Вышеград. Это такое место чешской государственности на холме. И тоже очень хороший престижный район. В 5 минутах ходьбы отсюда находится отель одноименный, он тоже называется отель Вышеград, который принадлежит нашему персонажу. Да, про отель смешной факт. Отель на букинге имеет оценку 7,4, что, в общем, говорит о том, что это, так себе отель. Людям нравится расположение, что не мудрено, здесь довольно красиво. Из отеля вида нет, но все равно район очень хороший. А не нравятся людям завтраки. Отель Вышеград принадлежит компании Income Real, владельцем которой является семья Кичеджи. Семья Кичеджи купила отель в 2007 году за 5 миллионов долларов. Но сейчас отель не работает, он закрыт. Возможно, что это из-за пандемии коронавируса. В общем-то, не мудрено, что он закрыт с учетом пандемии и коронавируса, потому что помимо оценки 7,4 балла на букинге, у отеля отчетность этой компании, в ней видно, что отель денег не приносил, и последнюю прибыль, которую он получил, была там в каком-то 2015 или 2016 году, все остальные годы он был убыточный. Не пошел, бизнес с отелем. Прочитай что-то. Я прочитаю, да? Окей. Пожалуйста, мы вам должны сообщить, что отель закрыт до... Until further notice. До следующего сообщения мы вам напишем, когда он откроется. Спасибо за понимание. Написано также на чешском. Закрыто. На чешском я думаю, что там написано то же самое. Не всех российских депутатов привлекает недвижимость в туристическом центре. Шумно, толпы, проблемы с парковкой. То ли дело современный изолированный жилой комплекс с собственным парком и подземным гаражом. Это комплекс Central Park. Назван, видимо, в честь парка в Нью-Йорке. Здесь десятки квартир принадлежат выходцам из стран бывшего Союза. Казахстана, Азербайджана, ну и, конечно, России. Четвертая сегодня остановка. Мы находимся уже не в центре Праги, но это не совсем окраина. Такой очень хороший и современный жилой комплекс, называется Central Park. Какая здесь еще рядом достопримечательность? Здесь неподалеку находится кладбище, на котором похоронен Франц Кафка и деятели белой эмиграции, соответственно, начала 20 века, первой половины 20 века. Вообще в этом жилом комплексе очень много квартир, которыми владеют русские, но нас
интересует, мы обратили внимание на квартиру, которая принадлежит бывшему и действующему депутату. Значит, бывший депутат Законодательного собрания Омской области Александр Макаров купил в этом доме квартиру, он зарегистрировал фирму и купил на нее квартиру, будучи депутатом. Соответственно, депутату запрещено было управлять иностранной компанией и владеть иностранной компанией, поэтому Transparency International несколько лет назад нашли этот нехороший факт про него, и ему пришлось сложить мандат. Добровольно сложить мандат, правильно? Да. Другой депутат от «Единой России» Сергей Веллер, это депутат Мурманской городской думы, владеет здесь вместе с супругой квартирой. Это довольно большая квартира, 164 квадратных метра, которая сейчас, если посмотреть другие объявления, ее можно оценить примерно в 22 миллиона чешских крон или 75 миллионов рублей. Но кроме квартиры, Веллер также владеет чешской компанией, как и Макаров, и это запрещено. По закону он не может являться депутатом, но только в марте этого года он сложил свой мандат. Его родной брат Алексей Веллер, тоже единорос, много лет является депутатом Государственной Думы. В этом году планирует также переизбраться в Государственную Думу. 120 метров, Миш, но, в принципе, это... 160. 160 метров. Ну, кое-как это 2 депутата поместятся, мне кажется, да. То есть тот, который сейчас будет избираться, вполне может там тоже находиться. Ну, это мы, конечно, шутим. Это Евротур, мы поехали дальше. Завтра отправляемся в Карловы Вары. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Погнали. Чиновники связывают свое будущее с западными странами, где есть здравоохранение хорошее и качественное, где есть дороги, где есть образование хорошее для их детей и где значительно меньше коррупции, чем в России. И, соответственно, работают правила.